Друзья мои, всем привет, здоровья вам, счастья и удачи. Сегодня мы ждали и наконец дождались. Было сообщение по электронной почте, что нам сегодня придет посылка. Одну мы распечатали, маленькую, там квас пришел, как сухой квас, чтобы дома ставить. А вторая чуть побольше. А что там? Что-то интересное. Мы тоже думали как-то выписать, не выписать, купить, не купить, а какую, от чего и что. Ну и решили. И вот сейчас вместе с вами мы распечатаем ее. Погнали. А вы не забывайте ставить класс. Ну вот. У нас эта посылка такая вот. Ну, что-то весит. Сейчас попробуем, посмотрим. Я-то знаю, что тут. Так, вот уже что-то появилось. Коробка в коробке, короче. Ой, как тут, как плотно она зашла. Ох ты! И вот, ну вы, наверное, уже догадались, это аэрогриль. И вот у нас эта коробка и название ее. Что-то не могу я прочитать, как оно правильно читается. Но здесь написано Air Fryer Heiß Luft Fitteuse. Не знаю, правильно, неправильно произношу. Ну, короче, вот такая вот. И выписали мы ее. Сразу же. По рекомендации там рекомендуют примерно 4,5-5,5 литров. Вот. А мы что-то посмотрели и решили на 10 литров выписать объем. Потому что там была фотография, что целая курица прямо туда влаживается. Вот. Вот, видите, да. Прямо целая курица. Ну, так, конечно, интереснее, чтобы можно было бы и курицу целую положить. И вот сейчас мы с вами ее распечатаем. Уже конкретно этот аэрогриль. Так, и что тут у нас? У нас здесь инструкция. Это, по-видимому, решетка. Так, решетка. И теперь, значит, нам надо достать. Ух, тоже как все плотно. Да что же, какие. Вот так, наверное, придется. Да. Вот так. Вытащить. Запечатано прямо плотно-плотно. И кувырком, что ли? как оно плотно все, а? Блин, запечатано очень красиво, хорошо. Так, этим пока выбрасывать не будем.
снимаем, ну как мешком сделаем. Целлофан. Сразу запах такой, как навьевым все пахнет. И турум. Вот она. Аэрогриль. Так, что-то здесь коротковатый. Ну, сейчас. Вот она. И здесь уже прямо удобно. Так, все, вот видите, все нарисовано. Например, бургеры, да. Тут еще что-то. Цветная капуста похоже. Пицца тут вот. Сосиски в тесте. Что написано? Тут еще куриные ножки, да. Это шашлык. Тут что-то. Торт. Ну, это разогревать. Вот. Ну, интересно. Интересно. Вот. И вот он такой выдвигается ящичек. Конечно, здесь целая курица влезет очень хорошо. Так. И как решетка сейчас станет. Все, решетка встала очень хорошо. Ну вот такая вот. Ну здесь вот просветы видно, что что-то еще. Но это надо включить. Ну шнур здесь, конечно, сколько он? Ну сантиметров 60, наверное, такой. Вот. Коротенький. Ну надо его включить и посмотреть табло, какое, что оно у нас представляет. Пойдемте на кухню пробовать. Друзья, ну перед тем, как на кухню идти, мы подумали, что на улице тепло, на балконе прекрасно. И решили первый запуск сделать на балконе, потому что все равно будет обжигаться тен и все такое, и запахи будут. Лучше пускай на балконе будет. Ну, там инструкция-то все на немецком, а нам по-русски лучше. Ну и я задал, нам помог в этом искусственный интеллект, который у меня в гугле стоит, Gemini. Вот, я его попросил, вот, ну, он написал ему марку такую, все, и попросил, найди инструкцию на русском языке. Он сказал, что нету, но перевел и сделал нам на русском языке. И там написана инструкция. Первый запуск, это нужно вот этот короб, чашу вот эту чашу, которая вставляется, вот, ее нужно помыть, также решетку помыть и вставить. Мы это сделали, помыли. Даже разрешено в посудомоечной машине мыть. Но у нас первый раз мы просто руками помыли. Так, и вот здесь вот есть пленка ее. Тут на экране. На экране, да? Ну сейчас посмотрим. Ну вот наклейки сказали убрать, а как вот их? Не знаю, что-то сильно приклеено. На экране, наверное. Так а что-то здесь нету наклеек. Ну ладно, посмотрим потом. Вот. Есть она только. Как бы. Наверное. Так, ну что-то не нашли, чтобы пленка там сверху была. Это она есть на экране, только. Может быть. Мы же на микроволновке. Ну посмотрим потом. Так. Ну и что мы еще здесь вычитали? Да, что стоит она плотно, хорошо, не двигается. Стол шатается, видите? А она стоит плотно. И написано, что вот здесь вот сзади, вот видите, решетка, здесь выходит горячий воздух. Так что близко к стенке не надо ставить, чтобы воздуху было куда выходить. Ну и что первое включение нужно без еды сделать. Сейчас я прочитаю вам. Так, на ровную
сухую и жаропрочную поверхность подальше от стен, так как сзади будет выходить горячий воздух, про что я и вам и говорил. Так, еще включите прибор в розетку, запустите его в холостую на 10-15 минут при температуре 200 градусов. Вот. Может появиться легкий технический запах. Это нормально для первого нагрева новой спирали. После этого прибор готов к кулинарным шедеврам. Ну, шедевры мы постараемся делать. Так, ну включаем. Так, сначала мы включаем розетку. И у нас что-то запикало. Так. Ага. Кнопка замигала красная. Включение, старт. Так. А градусы где? Да вот непонятно так. А, Ну и вот вышло. Но что-то плохо отражается. Наверное, все-таки пленка есть. Надо будет... Сейчас посмотрим. Вот включили ее, вроде загудело, заработало. Сейчас будем смотреть. Ты торт разогреваешь, печешь, что ли? Нет, здесь что-то другое. Торт? Друзья, пока разобрались немного. Ну, короче, здесь у нас получается картофель фри, 200 градусов, 15-20 минут. И вот пока здесь плохо видно, вот нашли, что самое первое, нажали кнопку сначала пуск, табло загорелось, нажали на фри, она загорелась, потом здесь указано 180 градусов было, и вот здесь есть кнопки плюс, минус, и вот на плюс догнали до 200, а потом, когда вот здесь вот на табло плохо видно, Вышли часы. вышло время 40 минут, вот сейчас вот 200 градусов видно, да, вот сейчас вот видите, вот, мы этой же минусом Прикасайся. убрали, и получилось 15 минут поставить. Вот, сейчас ждем. Ну вот, сейчас вот работает, обгорает, чувствуется запах такой неприятный. Если бы на кухне делали, то, конечно бы. Ну, подсветка там все горит. Видно, он там решетка, да? Вот. И слышно, как гудит она. Вентилятор. Ну, вот такую забавную штуку купили. Маркизой накрылись. Балкон немножко. Жара на улице. Прошло время. Он выключил свет свой и пропикал. Пи-пи 2 раза. И слышали? Вентилятор остановился. Ну что? Вытаскиваем немного. Ну и посмотрим, что сейчас. Где тут что? Горячее, что нет. Ну, чаша сама горячеватая. Здесь нормально. Стол сейчас проверим. Ну, стол немножко нагрелся. Но рука терпит. Вот. Здесь. Рука терпит. Так что... Так что, друзья, первые испытания аэрогриль прошел. Сейчас надо будет... У нас есть белые колбаски, и надо попробовать их сделать. Угу. Эти штучки поставим. Будет чистить, Так. выкинем. Ну вот, такие белые колбаски вот. И вот еще в магазине ДМ, в ДМе купили вот такие вот подложки прямо туда ложить,
чтобы жир не скапывал никуда, не морал там решетку, все. Сейчас сделаем с вами. И взял ножик и зубочистки. Для чего? Попросил этого ИИ нашего Gemini. Он сказал, как запечь колбаски. То есть каждую колбаску можно штучки 3 надреза сделать с одной, с другой стороны. Или же проколоть зубочисткой. Мы попробуем и так сделать половинку, и так сделать половинку. И еще смазать маслицем. Вот взял масло растительное немножко, кисточку чуть-чуть. И начнем делать. Так. Горячий? И сейчас подложим сюда, наверное. Вот есть такая вот штука. Что, не получается? Плитки такие есть. Мы сейчас на них поставим. Вот так вот. И будет замечательно. Так, ну, делаем. Конечно, эти маловатые, вот эти бумажные. Нормальные. Видишь, как поместились хорошо. Что, все делать? Это 2 мало, или еще там. Ну, думаю, поместится. Тебе 3, мне 2. Ну, так тогда одна останется. Ну, делай, да. Так, так. Кидаем сюда. Ну и так вот начинаем. Наискось. Только глубокие не делай. Подрежем. С Нет, одной стороны. С одной только. С двух сторон. Весь сок вытечет. Он только с одной стороны, чтобы не взорвать. С двух сторон, сказал, там написано. Вот сделаем с одной так стороны, с другой так. Так, а эти мы проткнем. 3 штучки. Опа, уже подрезаны вот эти. Еще тебе щипцы принести. И сейчас надо поставить их. Так. Так, смазываем их. Чуть-чуть маслицем. Вставляем. Так, положили вот сюда их. Вставляем в чашу. Ой, это в аэрогриль. Ну что, включаем. Сначала температуру она показывает. Включаем. Так. Нажимаем. И у нас включилось сейчас так. Время 40. Ой. Блин. Температура Плохо сначала видно. включается. Вот на кухне сейчас поставил, да? И посмотрите, как хорошо видно. Все, вон.
Так что на балконе просто было отражение солнца везде все, а здесь все просто замечательно видно. Так. 30. Что-то температура 180 градусов. Так, и 15 минут. Плохо видно, но выставили. Сейчас, ну попробуем. Так, что у нас там происходит? Начало. Мы подождем. Надо через 7 минут примерно. Вот. Вытащить будет. Перевернуть их, сосиски. И дальше продолжим. Чтобы не забыться, я будильник завел. Вот, скоро пробрякает будильник, и я тогда их переверну. И вот, блин, как снимать что-нибудь, так обязательно надо включить тарахтелку. Там подстригают газоны. Друзья, делаем первый раз, пробуем. Ну, короче, видите, уже подрумянивается. Прошло 6 минут. Сейчас еще минутка и переворачивать будем. На балконе у нас какая красота! Все, загудел будильник. Переворачиваем. Так, там написано, что вытаскиваем и автоматически отключается. Все, отключилось. Вы только посмотрите, какие они, а. Ну все, переворачиваем. Так вот. Так вот. Теперь должны задвинуть, и автоматически оно включится, продолжаться будет до окончания программы. Все, включилось, продолжает. Мы будем ждать окончания, как она себя поведет. Но я включу, чтобы показать, как она сама включается. Такие щипчики тоже должны быть с ним. Но не с ним, а для этого нужно было приобрести. Но у нас уже были они хорошие. Когда мы на электрогриле грилили. Кому интересно посмотреть, посмотрите. Заходите ко мне на канал. Подписывайтесь, кому понравится. Смотрите видео, как мы на электрогриле грилили. Друзья, не забываем ставить лайк. Вам просто нажать, а мне для продвижения канала. Спасибо всем. Да, друзья, и кому интересно, я могу выставить инструкцию на русском языке, чтобы вы как бы выделили и сохранили себе, распечатали. Вот потому что для этой грили на русском нет инструкции. Да, и там написано, что сзади выходит горячий воздух. Ну, я бы не сказал, что горячий такой. Слышали, спикало, да? Отключилось, и вентилятор еще работает. Охлаждается. Все. Закончилось. Ну что, давайте откроем, посмотрим.
Ох, они. Вон какие стали. О, посмотрите. Какие толстенькие стали. Такие подрумяненные. Красота. Ну, переходим на кухню. Друзья, ну вот и все у нас. Ну вот и все. Мы приготовили первый раз на нашем аэрогриле. Вот. Понимаете, это много преимуществ. Друзья, зрители канала, давайте вот сейчас вот разберем. Ну а почему я сюда в зал убежал? Мы сейчас все роллады закрыли, затенили. И очень хорошо здесь у нас 23 градуса, а на улице 29 в тени. Блин. Чем выгоднее аэрогриль перед духовкой или микроволновкой? Это, во-первых, фантастическая скорость экономии электроэнергии. Чтобы начать готовить в духовке, надо ее 15-20 минут на разогрев. Это уже электроэнергия, сколько тратится. Аэрогриль моментально, только включил, он уже начинает действовать. Например, вы захотели, ну для двоих, для себя, все это, но сейчас, тем более у нас семья-то что, 2 человека, а надо я. Вот 2 карачка или 2 рыбки сделать в духовке. Из-за 2 рыбок вы сначала прогреете духовку, сколько уйдет электроэнергии, и на 2 эти рыбки, блин, косоя. Аэрогриль греет только то пространство, где вот рыба лежит. И понимаете, получается идеальная корочка без пересушивания. Если в духовке там все это, пока она нагреется, вот этот жар, это все это пересохло. И летом включать духовку на кухне. От духовки вся кухня нагреется. И так невозможно, еще духовка нагреется. А вот насчет разогрева еду в микроволновке и готовки в микроволновке. Понимаете, микроволновка, она вот этими волнами, она греет воду внутри продукта. И тогда там вчерашние, например, если разогреть чебуреки, там, а рыба там или еще что-то. Если разогреть в микроволновке, они становятся влажными, обмякшими, резиновыми. Аэрогриль, она горячим воздухом все это делает, и продукт получается как натуральный. И еще в микроволновке как бы неравномерно идет разогрев внутри продукта, где влажность больше, она быстро нагревается, горячий этому сильно становится, а снаружи, где корочка, например, да, она холодная. И когда берешь это с микроволновки, вроде прохладно, а откусываешь, чуть не обжигаешься. А в аэрогриле за счет циркуляции горячего воздуха разогревается все одинаково. Но видно, что лучше в аэрогриле. Аэрогриль — это как бы прибор 2 в 1. Он заменяет духовку на 90%. Делает это быстрее, сочнее. Сравнить с микроволновкой, разменяет микроволновку. При разогреве делает еду снова хрустящей, аппетитной и не размякшей. Вот так вот. Все, вся грязь осталась. И вот. Приятного всем аппетита. Да, все остались. Да, сейчас покажу. Друзья, и посмотрите, вся эта вот грязь осталась здесь. Мы убираем, а там у нас чистенько. Но нам понравилось очень здорово. Будем еще готовить. Здесь получается очень вкусно. Дорогие мои зрители,
Спасибо, что досмотрели мой ролик этот, мое видео, что были со мной. Здоровья вам, счастья, удачи и приятного аппетита, хорошего аппетита. До новых встреч. Пока-пока. Ваш Владимир из Бадемса.